Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 6 января 2024 года. Мы с вами в городе Святый Влас, на побережье, Республика Болгария. Температура плюс 17. Море такое не очень спокойно, есть волна небольшая. Стоит рыбак. Вот такие вот у нас здесь погодные условия. Прогулка, выгул собак. Вот здесь работает художник. Цветные карандаши. Подозрительно так на нас смотрит. Ну ладно, двигаемся по нашей теме. Как вы знаете, придворная бригада квартала 95 решила очередной раз выслужиться перед Путиным. И сделала она это аккуратно Новый год. Видать, думали, что под шумок, так сказать, прокатит, но не тут-то было. Пародист Зеленского Юрий Великий и Ирина Гатун по прозвищу Бомба, Пушка, Ракета решили оскорбительно спародировать жизнь в Закарпатье переселенки из Скадовска. Русскоговорящая скадовчанка по сценарию представлена так, как будто бы у нее проблемы с умственными способностями, которые возникли у нее в связи с ее попытками изъясняться на украинском языке. Фразы «сиська-довська» и «задом оленя» вообще апеллируют к уровню подворотни. Но это и не удивительно. Стоит только вспомнить Путина, рассказывавшего Меркель анекдот про дедушку, который превратился в бабушку, или наоборот, то становится понятным культурный уровень продукта, предлагаемого хорошо откормленными артистами. Сразу после выхода в эфир на студию набросился мэр Скадовска Александр Яковлев. Он посоветовал неуклюжим шутникам извиниться перед украинцами, говорящими на русском языке. И извинения последовали, но формат и тон этих извинений был отнюдь не извиняющимся, а прямо-таки наглый, наступательный. Юрик призвал не раздувать скандал, а Иришище просто назвала своих критиков пуйлами и агентами Кремля. Причем оба, так сказать, извинения в кавычках начинались так: если я кого-нибудь оскорбил или оскорбила, вот. Это говорит о том, что эти низкопробные клоуны даже не осознают, что у граждан Украины есть чувство уважения к своему родному русскому языку, к отказу от которого, по утверждению этих горе-артистов, они призывали. То есть осознание оскорбительности, их скабрезностей у них не просматривается. Короче, все кончилось достаточно логично. 3 января на сайте
волонтеров «Миротворец» появился профиль Ирины Гатун, которая является актрисой «Квартала 95» и театральной студии «Черный квадрат». Отмечается, что причиной внесения Гатун в базу является участие в гуманитарной агрессии против Украины. Волонтеры базы «Миротворец» написали, что Гатун посещала Крымский полуостров после его оккупации Россией в 2014 году. Фото из Крыма актриса обнародовала в своих соцсетях. Стало известно, что Гатун посещала полуостров, в частности Ялту и Феодосию, минимум трижды в 2015, 2018 и 2019 годах. Причем в 2015 году она опубликовала свое фото в советской военной форме и распространяла украинофобские стихи. Комика Юрия Великого также занесли в базу «Миротворец». В качестве причины указаны участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и публичное надругательство над украинскими гражданами. Ну что ж, как говорится, до украинцев наконец дошло, что именно русскоговорящие граждане Украины являются ее наибольшими патриотами. Именно русскоговорящим гражданам Украины есть что терять в этой войне. Это своя свобода в своем украинском государстве, которое они создали в 1991 году. Это не какая-то там фараонщина с приписыванием языку функций границ государства, а самый что ни на есть правильный и осознанный патриотизм. Логика здесь проста. Русскоговорящие украинцы реально воюют против русскоговорящих россиян, тогда как, по идее укрнационализма, Россия, в случае, если бы она была украиноязычной, не встретила бы сопротивления со стороны украиноговорящих украинцев. То, что именно русскоговорящие граждане Украины являются наибольшими патриотами Украины, доказывает и то отношение к войне, которое озвучил командир роты Айдара Евгений Дикий. Вместо «душу и тело мы положим за нашу свободу» и вместо лозунга «свобода или смерть» Дикий рассказал о том, что вооруженное формирование украинских националистов в случае оккупации Украины Россией будут прорываться на Запад. Причем, говоря это, он сослался на опыт УПА 1947 года, которые, покинув Украину, пошли на Польшу и Словакию, где интернировались. Такая позиция Дикого требует принятия организационных мер командованием вооруженных сил Украины с целью недопущения дезертирских настроений, исходящих от националистических батальонов. Ну и причем срочно.
Что касается мобилизации. Законопроект, называемый скандальным, уже обсуждается на комитете Верховной Рады. По словам омбудсмена Дмитрия Лубенца, из законопроекта уберут все неконституционные нормы. Некоторые депутаты, такие как Милованов, предлагают использовать при принятии решения о мобилизации процедуру жеребьевки. Аналогом предложения послужила практика мобилизации в армии США при наборе военнослужащих для войны во Вьетнаме. Другим аналогом служит антиутопия «Голодные игры», в которой для жителей бедных районов была организована принудительная вербовка для участия в играх на выживание при помощи жеребьевки, процедура которой называлась «жатва». Актуальными остаются также идея технологического прорыва главкома Залужного и тактика убивать, убивать, убивать. Ну, а пока, как сообщает экс-нардеп Игорь Мосейчук, 29 декабря россияне поразили ракетной атакой КБ «Луч» и завод «Артема». А 2 января электротехническое предприятие «Квазар» и завод «Маяк». Работники предприятий погибли. Для наводки была использована информация, размещенная в Википедии. Имеющийся у Украины план А, основанный на поставках вооружений из США и Объединенной Европы, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пока альтернативы не имеет. Но хочется верить, что Украина в состоянии произвести не только живую силу для противостояния агрессору. Ну а пока беженцы из Украины живут в странах Евросоюза и мечтают о том, чтобы Украина была освобождена от российских оккупантов и продолжила свое существование в границах 1991 года. Нужно сказать, что русскоязычные, русскоговорящие граждане Украины никогда не отказывались от этой Украины, от Украины, созданной в 1991 году. И создается такое впечатление, что последователи, единомышленники Фарион, они уже давно отказались от этой Украины и пытаются навязать народу Украины свою, другую, альтернативную Украину, которой пока еще не существует. Но похоже, что граждане Украины поняли и в конце концов будут защищать именно ту свою Украину, созданную в 1991 году.
созданную, основанную на единстве и украинцев, и не украинцев, и украиноговорящих, и русскоговорящих граждан. Вот такие вот дела. Вот оно, наше Черное море. Вот она, наша Болгария. Болгария уже получила право вступления в Шенген с марта этого года. Ну а чуть позже, это с марта начнется воздушное и морское сообщение, а чуть позже и сухопутное. Спасибо за внимание. До встречи.